Зима 1997 года. Штат Юта. Больница. Врач заходит в операционную. Там находится мужчина после тяжелой аварии. Врачи борются за его жизнь. И рядом с каталкой стоит женщина. Врач не знает ее. Никто ее не пропускал. Она не медсестра и не родственница. Она просто стоит рядом с пациентом, спокойная, неподвижная и никак не мешает работать. Позже выяснится, в этот момент эта женщина была уже мертва. Главная странность здесь не в том, что умирающий человек мог увидеть образ близкого. Такие случаи известны давно, и у них есть понятные объяснения. Но образ этой женщины увидел не пациент. Его увидел здоровый врач, который стоял рядом и пытался спасти чужую жизнь. Именно тут начинается расследование, которое перевернет все, что мы думаем о границе между жизнью и смертью. Чтобы понять, что произошло в той операционной, нужно вернуться на несколько часов назад. Джефф Олсен едет домой с семьей. Рядом его жена Тамара. На заднем сиденье двое сыновей. Авария. Машина переворачивается 8 раз на скорости 120 км в час. Тамара и младший сын погибают на месте. Старший сын выживает. Сам Джефф находится в критическом состоянии. Впереди его ждут 6 месяцев в больнице и 18 операций. Его доставляют вертолетом в больницу штата Юта. В операционной слышны короткие команды и звуки оборудования. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. В этот момент в комнату входит доктор О'Дрисколл. Он был опытным врачом, который много раз видел тяжелые травмы. О'Дрисколл вошел в операционную и посмотрел на каталку. Рядом с Джеффом Олсеном стояла женщина. Она смотрела прямо на врача и улыбалась. Пока врачи боролись за жизнь Джеффа, его сознание находилось совсем в другом месте. Позже Олсен рассказывал, что рядом с ним находилась Тамара, спокойная и красивая. Она говорила, что он не может остаться. Джефф не хотел возвращаться. Его жена погибла, его сын погиб, его тело было сломано. Но Тамара настаивала, так как старший сын выжил и нуждался в отце. Поэтому Джефф вернулся. Когда он пришел в сознание, то долго не рассказывал о том, что пережил. Он боялся, что люди сочтут его психически нездоровым. Врач тоже молчал, потому что опасался последствий для своей профессиональной репутации. Врачу не положено рассказывать о призраках в операционной. Они обсудили это только спустя годы. И только тогда выяснилось, что они оба видели и чувствовали одно и то же в одной комнате в одно и то же время. В пересказах этой истории часто упоминают еще одну деталь. Врач заранее не знал, как выглядела жена пациента. Позже он увидел фотографию Тамары и связал увиденный образ с ней. Люди, пережившие остановку сердца, тяжелую аварию или клиническую смерть, часто рассказывают об одном и том же. Тоннель, умершие родственники, чувство покоя. Иногда ощущение, будто они смотрят на свое тело со стороны. В 1975-м американский врач и философ Раймонд Моуди выпустил книгу «Жизнь после жизни». Именно после нее выражение «околосмертный опыт» стало известным во всем мире. Тысячи людей начали рассказывать о похожих переживаниях. Скептики предложили понятные объяснения. Мозгу может не хватать кислорода. Это называют гипоксией. Из-за этого человек способен видеть яркие образы, терять чувство времени или ощущать себя вне тела. Есть и другое объяснение. Мы живем среди фильмов, книг и историй о смерти. Подсознание хранит эти образы и в момент сильного стресса может выдать их как реальный опыт. Для науки это не мистика, а способ психики справиться с тяжелым потрясением. И такие объяснения действительно подходят ко многим случаям. Особенно, когда человек сидит у постели умирающего, переживает горе и ждет конца. Но проблема начинается там, где ожидания нет. Обычный рабочий день. Человек занят своими делами и не знает, что его родственник попал в реанимацию. Внезапно приходит сильное чувство. Близкого человека больше нет. Позже время сверяют по минутам. И оказывается, что именно тогда у родственника остановилось сердце за тысячи километров. Есть рассказы, где люди на расстоянии описывали детали палаты или слова врачей, сказанные в момент смерти, хотя физически их там не было. Здесь уже труднее все списать на атмосферу больницы или подготовку к утрате. Один из самых известных подобных случаев описан в материалах Общества психических исследований конца XIX века. Речь о лорде Генри Бруэме. В молодости он договорился с другом, кто умрет первым, попытается дать знак другому. Спустя годы Бруэм находился в Швеции. Во время купания он внезапно увидел перед собой фигуру друга. Позже пришло известие. В это же время тот умер в Индии. Скептик скажет, что память могла изменить детали, а история со временем стала ярче. Это возможно. Но сам рассказ был записан задолго до того, как такие темы вошли в массовую культуру.
И здесь появляется важная мысль. Возможно, дело не только в образах смерти. Возможно, дело в связи между людьми, которую в обычной жизни мы почти не замечаем. Если вы спросите опытных работников хосписов или медсестер реанимации, случалось ли в их практике что-то необъяснимое, многие сначала промолчат. В медицинской среде не принято обсуждать туман в палате или голоса рядом с умирающим. Но анонимные опросы показывают другую картину. Медсестры часто описывают необычное свечение, которое иногда появляется вокруг умирающего пациента. Или рассказывают о том, как за несколько минут до смерти человек начинает разговаривать с кем-то невидимым, а присутствующие в комнате внезапно чувствуют холод или, наоборот, странное тепло. Медицинские работники долго молчат об этом, потому что боятся выглядеть непрофессионально перед коллегами. Британский нейропсихиатр Питер Фенвик десятилетиями изучал не только околосмертные переживания пациентов, но и предсмертные видения, которые наблюдали люди рядом с умирающими. И в этих рассказах снова повторялись те же образы. Свидетелями чаще всего становились медсестры, врачи, работники хосписов. Они не всегда верили в мистику, но все равно сталкивались с событиями, которые не укладывались в обычное объяснение. Нидерландский кардиолог Пим ван Ломмель столкнулся с тем, что некоторые пациенты после реанимации описывали не только свет, покой или встречу с умершими родственниками. Они пересказывали детали, которые по обычной логике не должны были знать. Один из самых известных случаев из его исследований связан с мужчиной, которого доставили в больницу без сознания. У пациента остановилось сердце. Во время реанимации медсестра сняла с него зубные протезы и положила их в специальный ящик. Пациент не мог видеть происходящее. Позже, когда он пришел в себя, он узнал эту медсестру и сказал, что именно она вынула его протезы. Более того, он указал, где их положили, но медицинский персонал становился свидетелем не только чужого опыта. Иногда они сами оказывались внутри него. Уильям Питерс работал волонтером в хосписе. Несколько недель он читал вслух умирающему моряку по имени Рон. Тот был немногословным человеком, к которому почти никто не приходил. Однажды во время чтения Питерс почувствовал, что его сознание резко вырвалось из тела и оказалось под потолком. Он видел себя сидящего на стуле. Рядом парил Рон, спокойный и умиротворенный. Питерс ощутил от него полное принятие и покой. А затем его сознание вернулось обратно. Через несколько минут Рон умер. Питерс не рассказывал об этом никому. Он не знал, был ли это реальный опыт или признак того, что он сходит с ума. В научной среде для таких случаев используют термин «совместное переживание смерти». Этот термин стал широко известен благодаря Раймонду Моуди. Сначала он изучал людей, которые сами пережили клиническую смерть, но позже обратил внимание на другую группу свидетелей. Это были не пациенты, а люди рядом с умирающими. Родственники, врачи, медсестры, близкие друзья. Моуди заметил важную вещь. В этих рассказах человек не просто чувствует горе или страх. Он будто на короткое время становится участником чужого перехода. Видит свет, ощущает присутствие умерших родственников, чувствует необычный покой или внезапно понимает, что смерть уже произошла. В 2013-м Уильям Питерс начал собирать задокументированные случаи. Сейчас их насчитывается более 800. Среди них была медсестра Джули Макфейден. Ее пациент Рэнди был молодым мужчиной, который поначалу отталкивал всех вокруг. За 9 месяцев работы команда хосписа помогла ему помириться с родственниками, с которыми он не разговаривал годами. В день его смерти Джули зашла попрощаться. Рэнди был без сознания. Она тихо вышла, села в машину и мысленно попрощалась с ним. И в этот момент она почувствовала его присутствие и ощущение чего-то огромного и светлого, что он хотел ей передать. Что-то похожее на благодарность и изумление одновременно. Через 30 секунд пришло сообщение от медсестры. Рэнди только что умер. Джули хранила это в себе много лет. Если бы речь шла только о взрослых, можно было бы сказать, люди слишком много знают о смерти и поэтому видят то, чего ждут. Но среди 800 случаев Питерса есть рассказы детей 3 и 4 лет. Маленький ребенок еще не всегда понимает смерть как окончательный уход. Он не изучал книги об околосмертном опыте, не знает научных терминов и не умеет красиво объяснять мистические переживания. В книгах Раймонда Моуди и Питера Фенвика встречаются рассказы, где дети рядом с умирающими описывают происходящее очень просто. Они говорят, что в комнате кто-то стоит, что за больным пришли, что умирающий не один. Один из самых поразительных случаев связан с 4-летней девочкой, которая в момент смерти дедушки
Описала его внешность с точностью до шрама на левой руке. Она никогда не видела даже его фотографии. Дети редко строят из этого теорию. Они говорят так, будто описывают обычное событие. Для них человек не исчезает в пустоту. Он уходит не один. И именно эта простота делает детские рассказы такими странными. Если это не культурный багаж и не работа воображения, то что это? Современные исследования показывают, что после смерти мозг не выключается мгновенно, как лампа. Раньше это объясняли проще. Сердце остановилось, кровь перестала поступать к мозгу, сознание исчезло. Но данные последних лет показывают, что процесс умирания устроен значительно сложнее. Начнем с самого неожиданного факта. Анна Катарина была 26-летней женщиной с тяжелой умственной инвалидностью. За всю свою жизнь она не произнесла ни единого слова. Но за полчаса до смерти она начала петь. Несколько сотрудников учреждения стояли рядом и слышали это. Случай задокументирован и опубликован в научном журнале в 2014-м. Одна из самых обсуждаемых научных работ по этой теме связана с доктором Джимом Барджигин из Мичиганского университета. В 2023-м ее команда наблюдала за 4 пациентами с тяжелым повреждением мозга. Людей отключали от аппаратов жизнеобеспечения, а ученые в это время записывали электрическую активность мозга. После отключения аппаратов у 2 пациентов возник резкий всплеск гамма-активности. Проще говоря, мозг на короткое время стал работать очень интенсивно. Такие сигналы обычно связывают с вниманием, памятью, сновидениями и осознанным восприятием. Особенно важно, что активность появилась не случайно во всем мозге, а именно в зонах, которые участвуют в обработке информации. Даже в последние минуты мозг может переживать короткую фазу сильной внутренней активности. У этой темы есть и более ранняя основа. В 2013-м команда Барджигин проводила исследования на крысах. После остановки сердца у животных на короткое время возникал всплеск синхронной активности мозга. Ученые предположили, что похожий процесс может объяснять часть околосмертных переживаний – яркий свет, чувство выхода из тела, необычную ясность и внезапные воспоминания. Отдельного внимания заслуживает исследование Осиса и Харлсона, проведенное в 70-х годах XX века. Это было самое масштабное исследование предсмертных видений в истории. Ученые собрали десятки тысяч случаев в 2 странах с принципиально разными религиозными традициями – в США и в Индии. Результат оказался неожиданным. Индуисты не всегда видели индуистских богов. Христиане не всегда видели Иисуса. Но структура опыта, свет, присутствие, глубокий покой оказалась одинаковой у всех. Если бы это явление было просто проекцией культурных ожиданий, картины должны были различаться. Но они не различались. Еще один факт, который трудно объяснить через культуру. Слепые от рождения люди, пережившие клиническую смерть, описывали визуальные образы. Они говорили о свете, о том, что видели свое тело сверху, о лицах людей в комнате. Люди, которые никогда в жизни не видели ничего. Ни цвета, ни формы, ни пространства. Нидерландский кардиолог Пим ван Ломмель подвел под эти наблюдения клиническую базу. 13 лет он изучал пациентов, у которых останавливалось сердце. Всего в исследовании было около 300 человек из 10 больниц. И вот что оказалось странным. Часть людей после реанимации рассказывала, что в момент остановки сердца у них были яркие и понятные переживания. Хотя в это время человек не должен был нормально думать, видеть или что-то запоминать. Примерно 18% пациентов говорили о свете, покое, ощущении выхода из тела или встрече с умершими близкими. Среди них были люди без религиозных убеждений, атеисты, те, кто никогда не интересовался темой смерти. Ван Ломмель отдельно отметил, самые подробные и связные рассказы давали те, у кого мозг был отключен дольше всего. Главная странность в том, что чем хуже работало тело и мозг, тем яснее некоторые люди описывали свой опыт. Как человек мог что-то переживать и запоминать в момент, когда его сердце не билось? Теперь цифры, которые трудно игнорировать. Уильям Питерс собрал более 800 задокументированных случаев совместного переживания смерти. 64% из них были дистанционными. Человек не находился рядом с умирающим, не знал, что тот умирает, и все равно что-то почувствовал в точный момент смерти. 87% людей, переживших такой опыт, стали убеждены в существовании чего-то большего. И среди них были атеисты, которые не искали никакого духовного переживания и не были готовы к нему. В части случаев люди не просто чувствовали момент смерти,
Они описывали детали, которые потом подтверждались. Слова, сказанные в палате, положение тела, предметы в комнате, вещи, которые они не могли знать. Главный смысл всех этих исследований не в том, что наука доказала загробную жизнь. Они показывают другое. Граница между жизнью и смертью мозга не такая простая, как казалось раньше. Сознание может исчезать не сразу, а проходить через короткие и сложные стадии. Именно здесь появляется гипотеза, которая связывает между собой все части этого расследования. Возможно, человеческое сознание не полностью закрыто внутри отдельного мозга. Возможно, между близкими людьми существует уровень связи, который обычно проявляется как эмпатия, интуиция, внезапная тревога или ощущение состояния другого человека. В обычной жизни мы почти не замечаем этого. Мы объясняем такие моменты совпадением. Мать почувствовала тревогу за ребенка. Близкий человек позвонил именно тогда, когда о нем подумали. Чаще всего это действительно можно объяснить памятью, привычкой и знанием друг друга. Но что если иногда это не совпадение? Физики давно описали явление, при котором две частицы, однажды взаимодействовавшие, остаются связаны независимо от расстояния. Изменение одной мгновенно отражается на другой. В квантовой механике это называют запутанностью. Никто не утверждает, что сознание работает по тем же законам. Но сама идея, что связь между объектами может существовать за пределами привычного пространства, уже не звучит как фантастика. Смерть может быть предельным моментом. Если такая связь между людьми существует, именно в этот момент она может проявиться сильнее всего. Не потому, что открывается какая-то дверь, а потому, что сигнал становится достаточно сильным, чтобы его, наконец, заметить. Тогда совместный опыт смерти можно рассматривать не как призрак и не как фантазию, а как реакцию мозга свидетеля на резкое изменение состояния близкого человека. Мозг переводит этот сигнал в понятную форму – свет, ощущение присутствия, внезапное знание или образ фигуры в комнате. И если это так, тысячи лет люди называли душой то, что наука пока называет неизвестным сигналом. Вернемся к О'Дрисколлу. Этот человек провел тысячи часов у кровати умирающих. Он не был мистиком. Он был врачом, который привык объяснять происходящее терминами и данными. И именно поэтому тот случай не давал ему покоя годами. В конце концов, он написал книгу об этом. Не потому что хотел славы или внимания, а потому что понял, молчать о том, что он видел, значит лгать самому себе. Олсен тоже написал книгу, и в ней он описывает момент, когда едва не остался там. Когда присутствие Тамары было настолько реальным, что уйти казалось легче, чем вернуться. Он вернулся ради выжившего сына. Так что же это было? Галлюцинация уставшего врача? Но тогда почему она совпала с тем, что чувствовал пациент, который находился без сознания в нескольких сантиметрах от смерти? Ошибка памяти? Но тогда почему О'Дрисколл описал женщину до того, как увидел ее фотографию? Культурный шаблон? Но тогда почему дети, которые не знают никаких шаблонов, описывают то же самое? Если у вас есть своя версия того, что видел О'Дрисколл в той операционной, напишите в комментариях. Такие истории десятилетиями хранятся в молчании именно потому, что люди боятся, что им не поверят. Возможно, таких историй гораздо больше, чем мы думаем.